Привет! Сегодня поговорим об овоще, лучше всего помогающем при гастрите. Угадайте, каком? Капуста. А почему? Обсудим сразу после того, как я объясню, что такое гастрит. Это воспаление желудка. Это не мелочь, это очень серьезная проблема. Чтобы желудок воспалился, нужны годы. Иногда быстрее, но обычно это хроническая проблема, вызванная многолетним потреблением аспирина от какой-то другой проблемы, или использованием стероидов, или тем, что ваша диета была ни к черту, или же вы хронически принимали антациды, что в итоге привело к воспалению желудка. При этом язва может быть, а может и не быть, но выстилка желудка воспалена, и это очень болезненно. И если в желудок попадает большое количество кислоты, это может вызвать сильную боль. Главный симптом гастрита — боль в верхней и средней части живота. Болит вот здесь. Боль может быть острой, ноющей, жгучей. У меня такое было в колледже. Конечно, у меня был хронический сильный стресс, недосып, масса сахара, пустых углеводов и вредной еды, не говоря про море кофе. При этом бывает еще и вздутие. У гастрита есть и другие причины. Одна из них — Helicobacter pylori. Эта бактерия разрушает слизистую стенок желудка. Эта слизистая играет крайне важную роль. Она не дает кислоте разъедать и раздражать желудок изнутри. Также Helicobacter pylori разрушает клетки, вырабатывающие желудочный сок. И pH у вас в желудке будет повышаться, то есть становиться более щелочным. Это очень сильно затруднит усвоение белков и борьбу с микробами. И вы окажетесь легкой жертвой для других инфекций, например, для пищевых отравлений. Допустим, вы поели непрожаренной курятины и получили эту бактерию. И еще в желудке есть белок под названием внутренний фактор Касла, который позволяет усваивать B12. Без желудочного сока вам будет не хватать этого белка, и разовьется анемия. Не говоря уже о целом списке последствий дефицита B12. И так совпало, что средство от гастрита то же, что и от Helicobacter pylori. Нужно есть продукты, богатые сульфорафаном. Это как раз капуста или проростки брокколи, или и то, и другое. Но в капусте еще есть другие фитонутриенты, которые очень помогают снизить воспаление, так как имеют противовоспалительный эффект. Не говоря уже о том, что это кладезь витамина С, который устраняет ущерб от свободных радикалов, возникающий при воспалении. Капуста может быть в форме сока или капустного салата. Также можно есть квашеную капусту. Любопытно, что другие овощи вызывают спазмы, но капусту люди с гастритом переносят обычно довольно легко. Вообще при гастрите рацион исключительно важен. Нельзя питаться как и чем угодно. Нужно быть очень разборчивым, продукты должны быть высокого качества. Нельзя есть ничего вредного, а интервальное голодание надо соблюдать очень дотошно. Вы должны давать желудочно-кишечному тракту возможность отдыхать от еды, чтобы исцеляться. Так что это я тоже очень советую. Можно принимать еще кое-что для подавления этой бактерии, если она у вас есть. Это мастиковая смола. Она продается как БАД и довольно эффективно. Обычно в организме большинства людей эта бактерия есть и не вызывает проблем. Обострения и проблемы начинаются лишь когда среда в желудке становится нездоровой. Если есть здоровую пищу и не допускать сильного стресса, эта бактерия проявляться не должна. Но мой совет, и это мое личное мнение, не пытайтесь уничтожить ее полностью. Ведь что бы вы ни использовали для ее уничтожения, я про антибиотики, это приведет за собой много побочных эффектов. Может развиться невосприимчивость к антибиотикам, и вот вам целый букет новых проблем. Все, что нам нужно — ввести эту бактерию в ремиссию, чтобы она вас не беспокоила. Посоветуйтесь с врачом, прежде чем следовать моим советам. Это лишь мое личное мнение. Но давайте вернемся к нашей теме. Во-первых, пробиотики. Пробиотики подавляют Helicobacter pylori.
а также снижают воспаление. Выбирайте качественный пробиотик. Хорошо подойдет жидкий пробиотик, который не уничтожается желудочной кислотой. Еще можно жевать сырые семена черного тмина, чтобы уменьшить боль, скажем, за час до еды. Наконец, цинк-карнозин – одно из лучших средств не только от гастрита, но и от любых язв в организме. Это определенно очень важная штука. Еще вы можете подозревать у себя СИБР, и возможно, что он у вас есть. Синдром избыточного бактериального роста. Это когда бактерии, которые должны жить в толстом кишечнике, живут в тонком, где их быть не должно. И если вы будете есть капусту или любые другие овощи, даже пробиотик, это будет кормить микрофлору, живущую не там, где нужно, и вздутие усилится. В других видео я советую людям перейти на карнивор-диету, если у них СИБР. Проблема в том, что если у вас есть хеликобактер пилори и понижена кислотность в желудке, а вы едите много мяса, белка при нехватке соляной кислоты, нужной для его расщепления, то это не сработает. У этого пазла несколько кусочков, и надо учитывать их все. Я бы начал с капусты и проростков брокколи. И не забывайте, на лечение гастрита уйдут месяцы, потому что это очень серьезная проблема. Когда вы примените все это на практике, хеликобактер пилори уйдет в ремиссию, а гастрит будет постепенно проходить, пока совсем не уйдет. Тогда можно повышать кислотность яблочным уксусом, бетаиногидрохлоридом, но если принять их в начале, вы только усилите воспаление в желудке. Вот такой подход нужен к проблеме гастрита. Спасибо за просмотр.